Друзья, приветствую вас. Дневной обзор. Давайте рассмотрим то, что не успели посмотреть с утра. Те активы, которые интересны, на которых можно заработать деньги, а также текущую ситуацию на рынках. Так, давайте в Телеграм на секундочку. По Германии вышли хорошие данные по ВВП. Она показывает рост, успешное восстановление экономики, даже с учетом всех тайм-аутов и так далее и тому подобное. На текущий момент вот такой интересный график по Японии по росте цен на электроэнергию. Что мы здесь имеем? Мы имеем значительный взлет, рост цены по аналогии с Техасом. Вот. И мы таким образом видим с вами, что вот вся эта ситуация, которая в Техасе возникла, она на самом деле редуцирована и в других регионах. И, соответственно, все это следствие именно нарушения глобальных связей, которые вызвал ковид. Не надо здесь уповать там, на какие-то там внезапно холодные зимы там, и так далее. Да, это локально это привело к каким-то негативным последствиям, но на самом деле здесь в наибольшей степени риск, он именно риск, вот то, что происходит сейчас и то, что ведет на текущий момент времени к галопирующей гиперинфляции, это те риски, которые порождены дисбалансом связей, которые возникли из-за эпидемии ковид. Вот. Таким образом, Япония, она просто показывает, что там тоже есть определенные проблемы, несмотря на то, что там достаточно хорошо идет восстановление экономики. Экономика Японии всецело ориентирована на экспорт товаров и услуг с высокой прибавочной стоимостью. Но такое вот движение в электроэнергии, оно уже внесло и в дальнейшем внесет значительный вклад в общемировую инфляцию. Потому что, ну как ни крути, такой взлет цен на электроэнергию, он порождает удорожание всего остального, в цепочку чего включена электроэнергия. Поэтому вот такие вещи, они происходят не только в Техасе, в Японии, в ряде других стран. И по сути это и есть раскачивание лодки так называемой экономики, которая вызывает по ходу колебания, которые могут вызвать массу негативных процессов в дальнейшем. То есть не надо думать, что вот эта разовая акция, вот это произошло, оно успокоилось, оно отпустило, оно сейчас придет в норму и все будет хорошо. Нет, это все оставило след в дальнейшем выпуске продукции, товаров, услуг, и оно, соответственно, будет вести к разгону инфляции и не только в Японии. Япония ориентирована на экспорт, поэтому она свою инфляцию будет экспортировать. Так, ну вот еще такая интересная зависимость по стоимости, по прогнозу роста цен на недвижимость в европейских странах. Германия лидирует, то есть предполагается там наибольший рост в 2021 году на 5-6%. Ну, Германия это мотор Европы, мотор всего мира, одна из ключевых экономик. Да, там население не такое большое, как в Америке, в Китае, но это, в общем-то, очень экономически значимая страна, и, соответственно, то есть, поскольку в ней идет бурное восстановление, она достаточно интересна для жизни, для экономических каких-то реализаций проектов. Поэтому, соответственно, вот очень привлекательно 2021 год в плане прироста стоимости недвижимости Германии. Но это если кто-то хочет оформить паспорт или вид на жительство у инвестора. Так, друзья, далее давайте перейдем к графикам RGBI, индекс российских государственных ОФЗ. Здесь у нас идет попытка разворота. То, что вот этот диапазон пробили и вышли, это плохо, но на текущий момент пытаются эту тенденцию переиграть. При такой цене на нефть вполне как бы может здесь произойти разворот, не доходя до этого уровня, и возврат в этот диапазон. Это было бы очень хорошо для курса рубля. Так, далее евро-доллар. Ну давайте сначала дневочку посмотрим, это часовик. Так, ну вот на дневном таймфрейме очень интересная картина. Несмотря на то, что вот этот ключевой уровень 1.22 был пробит, и после этого все начало сыпаться, на текущий момент созданы условия для того, чтобы повторно произошло его пробитие и движение вот сюда, вот в этот диапазон. Поэтому, если ориентироваться на дневной таймфрейм, на этой неделе, в начале следующей, весьма вероятно, что будет попытка пробития вот этого диапазона и все-таки движение на 22.92, возможно, повыше. Какой здесь есть нюанс? Вот смотрите,
если не будет в ближайшие дни пробития, отсюда пойдет коррекционный откат. Цель этого отката будет тестирование 1,21. И вот если 21 здесь будет пробит, вот этот диапазон, то евро скорректируется уже более серьезно. Цель движения будет 1,1975, 1,1977, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, но переходя к часовому таймфрейму, здесь у нас фактически идет движение в консолидации. Соответственно, здесь вот наиболее вероятно, что вот эта часть движения, она завершится приходом куда-то вот сюда. И в том случае, если не последует пробой 1,21,3, то здесь будет донабор, и отсюда пойдет рост. Цель его будет потестить и пробить 1,2180. Ну а там по факту закрепления попробовать пробить 1,2192 и уйти наверх. Вот. Я думаю, сейчас менее вероятно пробитие вот этого диапазона и более серьезный коррекционный откат по евро-доллару. И вот что мне приходит на ум от текущих значений, либо по факту вот этого коррекционного движения, донабор позиций из этого диапазона и попытка пробить 1,2180. Такой сценарий мне видится наиболее вероятным на текущий момент. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Но смотрите, серебро вообще отлично выглядит. Вот здесь была, конечно, попытка его отлить, но эта попытка, она закончилась выкупом. Вот, поэтому на текущий момент есть у нас здесь локальная цель, это 28-25. Наиболее вероятно в ближайшее время будет повторное движение к этой цели. Это повторное движение не состоится, если будет коррекционный откат и пробитие 27,3. Вот 27,3 здесь некая магическая цифра 27,3, 27, 25, при пробитии которой сначала будет откат на 26,85 и потом, скорее всего, пойдем вот этот минимум тестировать 26,1. Но мне на текущий момент в большей степени представляется все-таки движение вот сюда, далее здесь консолидация и посмотрим. Потом напрашивается следующее движение на 30, но тут очень сложно прогнозировать на длительное время. Пока давайте ограничимся вот этим движением как наиболее вероятно. Так, друзья, далее Сбербанк. Смотрите, здесь ситуация у него очень тривиальная. Он просто зажат вот в этой расширенной консолидации 267-272. Ну, как видите, здесь, несмотря на все геополитические риски, он не падает. Несмотря на то, что идет попытка корректировки S&P и по китайскому рынку, все равно он держится вот здесь у верхней границы. Вот, 4-часовой таймфрейм. Поэтому, как мне видится, по Сбербанку вот здесь суженный консолидационный диапазон 269,5-272. В ближайшее время пробой вот этой верхней границы и отсюда попытка сходить сначала на 275,5-276, потом движение на 282. Если вот этой попытки пробития не будет, отсюда пойдет откат. Цель этого отката будет заход на 267. Ну вот этот вот откат к нижней границе, он происходит в случае пробития 269,5. Вот здесь 269,5 немножко потрогали, ложный прокол был, пробоя не состоялось, и его подтянули опять тестировать вот этот сильный уровень. Ну, Сбер достаточно уверенно держится, и поэтому на сегодня, если не будет повторно вот этого пробития 269,5, он, я думаю, все-таки попробует закрыться где-то вот над 272. И если он здесь начинает задерживаться, то отсюда начнет раскручиваться пружина, движение наверх. Так, далее Газпром, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, сегодня на рынке хандра, уже который день. Вот, но тем не менее, здесь все ключевые уровни пока что устояли. Вот у него сейчас на текущий момент 220. Вот 220, если пробивается, следующая цель 214,5, потом 208,5. Пока как бы нету никаких оснований для такого движения. Вот. И, соответственно, здесь сейчас идет донабор позиций. В любой момент он может развернуться и пойдет отсюда движение с целью пробить 233,3 и сходить на 250. Опять же, обращаю внимание, вот здесь, если пробой возникает 220,
то развивается поэтапное движение 214,5, потом 208,5. Но как вы сами видите, здесь пока особо ему корректироваться не дают, несмотря на весь ужас с Северным потоком-2, санкциями и так далее. Он уверенно здесь набирает позу перед дальнейшим ростом, который наиболее вероятно в ближайшее время произойдет. Но что здесь может помешать? Либо какое-то хардкорное введение санкций, я думаю, в ближайшее время маловероятно такое действие. Обрушение цен на газ, я думаю, тоже такого не произойдет. Северный поток-2, ну, ковыряют, но его достроят. Вопрос только действительно, насколько этот Северный поток-2 Газпрому нужен. Вот мне кажется, это более такая интересная тема. Все как бы рассуждают относительно того, будет или не будет достроен, а как вообще он повлияет на эффективность и прибыльность Газпрома. Вот, как мне кажется, здесь в большей степени краеугольный камень, и по большей степени, все-таки, мне кажется, там больше политика эта ситуация смазана, нежели реально какими-то такими экономическими вещами. Ну, газ идет в Европу, идет он без Северного потока-2, идет. Подключат Северный поток-2, что его больше будет идти, я не думаю. Это просто, с моей точки зрения, определенный, с одной стороны, политический проект для России, с другой стороны, политический для Германии. Потому что его реализация, она делает Германию практически без варианта хабом Северной Европы, Западной Европы по газу. И таким образом дает ей дополнительные преференции в реализации экономической и политической концепции своей. Так, друзья, далее Норникель, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь вот после раздачи было пробитие определенного уровня, после которого пошло движение вниз. Вот. Здесь на самом деле можно, скажем так, ссылаться на ту очередной сбой экологический, который произошел. Вот. Но я думаю, здесь все-таки совокупность факторов, по большей степени все-таки здесь все сводится к раздаче и к откату. Ну, к откату в хорошем смысле слова, откат котировок в диапазон. Вот. Соответственно, здесь сейчас идет донабор позиций. И на текущий момент времени, пока ключевой уровень 24 500, ну 25 тысяч не пробит, вот это все, оно с высокой степенью вероятности после набора позиций приведет к тому, что отсюда разовьется сначала тестирование на пробой новое 27 150 и потом дальнейшее движение на 28 224. Я до этого говорил, что в случае пробоя вот этого значения Гамак сделает 28 тысяч с половиной, но ошибся, движение немножко не дошло на 250 рублей. Вот. Но я думаю, дойдет. Вот. Опять же, если здесь не будет пробоя вот этого диапазона 25, то этот набор позиций приведет сначала сейчас к движению на 27 150 и в случае пробоя к дальнейшему росту. Да, вот здесь есть такая страшная дневная свеча, но пока не пробиты ключевые уровни, это все не более чем движение по донабору позиций, с моей точки зрения. Так, ну и вот часовой таймфрейм, здесь даже особо как бы речи о 25 тысяч не идет, то есть все остановилось на 25 800. Соответственно, если рассматривать сегодняшний и завтрашний день, то в случае, если не будет дальнейшего движения и тестирование на пробой 25 550, тоже тут есть определенный промежуточный уровень, то вот это все, что здесь происходит, оно приведет к тому, что отсюда разовьется сначала движение на 26 200, и в случае пробоя вот этого диапазона будет уже движение, цель которого будет 27 100, 27 150, вот сюда вот этот диапазон. Но если здесь вот этот вот откат приводит к пробою, то следующая цель движения вниз будет 25 000, 24 500. И вот уже если там не удержится, то уже развивается очень серьезный коррекционный откат в Норильском никеле. Так, друзья, далее Татнефть. По Татнефти был вопрос. Но смотрите, здесь дневной таймфрейм. По сути, сейчас формируется движение целью 551, которую давно уже обозначили.
эта цель движения, она не будет реализована, если в результате коррекционного отката будет пробитие 505-506. Если такового пробоя не будет, в самое ближайшее время вот это движение, оно с высокой степенью вероятности должно произойти. То есть сначала 551, потом тестирование вот этого локального хая 558. Это дневной таймфрейм по Татнефти. Но если 4-часовик рассматривать, то здесь у нас готовится движение. Цель этого движения сходить на 540 в самое ближайшее время. Соответственно, эта короткая идея не срабатывает, если возникает коррекционный откат и пробитие 518-517. Так, друзья, далее Яндекс, дневной таймфрейм. Очень интересная ситуация в Яндексе происходит, потому что вот он ударился в бронеуровень 4900 и пробивать его не стал. Соответственно, для котировок Яндекса это очень хороший знак. Это говорит о том, что отсюда может произойти вполне в ближайшее время коррекционный отскок. Цель этого коррекционного отскока будет находиться в районе 5350. Для этого надо, чтобы он удержался в этом диапазоне и не пробил 4850-4830. Если вот этого захода не будет, то в самое ближайшее время он отсюда попытается взять реванш. Так, ну и вот переходя к 4-часовику, здесь у нас все как доктор прописал. Отбой от сильного уровня, и отсюда развивается движение. Цель этого движения, ну на 4-часовике она чуть повыше, она находится вот здесь, 5380. Ну 5350, 5380 не суть важно. То есть 5350 возьмем для минимизации рисков. И потом попытаться переписать этот исторический хай. Опять же, обращаю внимание, вот это все движение, оно не развивается, если происходит пробой вот этого диапазона. Если здесь будет движение сюда и пробой, то есть с последующим движением на 4700, надо будет отдельно смотреть, что там происходило, какие сделки, на основании этого принимать решения. Вот. Но высока вероятность того, что пробой этого диапазона придет к тому, что акция начнет проседать. Так, друзья, дальше вопрос был по Интеррау, но смотрите, здесь интересная ситуация, она пришла на свою сильную поддержку. Немножко здесь уровень поддержки, он сместился, я смотрю. То есть он чуть повыше находился, по-моему. Здесь сейчас произошло небольшое изменение, движение вниз. Вот. Но тем не менее, здесь остается уровень 5,1. Вот если этот уровень удерживается, не пробивается, это недельный таймфрейм Интеррау, обращаю внимание, то у нас здесь возникает разворот, и отсюда пойдет коррекционный отскок. Цель этого отскока будет 5,47, 5,5, вот сюда вот. Если все-таки здесь пробитие происходит, то у нас ожидает движение на 4,9, 4,8. Вот сюда, вот в этот диапазон. Так, ну или переходя к дневному таймфрейму, вот у нас здесь четко наблюдается попытка вот в этот уровень 5,1 постучаться. По-моему, там немножко повыше был сильный уровень, но сейчас в результате вот этих процессов, которые происходили, он немножко сместился. Так, соответственно, вот если здесь будет пробой 5,07, 5,12, то отсюда пойдет дальнейшее движение вот в этот диапазон. Если такого пробоя не будет, то здесь мы еще какое-то время поболтаемся и произойдет отскок. Цель этого отскока 5,3. Ну и вот 4-часовик указывает на то, что весьма вероятно, что уже от текущих значений сейчас произойдет коррекционный отскок. И цель этого отскока в идеале 5,3, ну хотя бы как минимум куда-то вот сюда вот сходить на 5,2. Вот. Опять же, если эту идею рассматривать локально на сегодня и завтра, то отскок не происходит, если будет пробой 5,1350. Вот 5,1350, если сейчас пробиваем, то тогда уже в ближайшее время, наверное, это движение не состоится. Но без пробития 5,1 движение наверх на 5,3 оно не отменяется. Так, друзья, ну вот все, основные акции. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Всего наилучшего.